В какой-то момент вся научная картина мира способна треснуть от одной странной находки. Именно так произошло с командой астрофизиков, когда в начале 21-го столетия их телескопы зафиксировали нечто невероятное. Почти незаметный, но настойчиво возвращающийся объект появился очень близко к нашей планете. Это был нетрадиционный астероид и необычная комета, которые ежегодно посещают окрестности Земли. Наоборот, объект выглядел необычно стабильным, неуловимым и двигался по такому пути, который изначально вывел из строя все привычные алгоритмы анализа. Первые данные пришли с одного из крупнейших в мире радиотелескопов в Пуэрто-Рико. Операторы заметили слабую отраженную волну, не соответствующую ни одному известному космическому телу. Координаты указывали, этот загадочный гость находится всего в нескольких сотнях тысяч миль от Земли, примерно на таком же расстоянии, как и Луна. Тут же началась проверка. На британских обсерваториях установили дополнительные датчики, и спустя пару ночей сигнал подтвердился. Астрономы всей планеты ждали разумного объяснения, но оно не наступало. Местонахождение и скорость объекта были странно синхронизированы с движением Земли вокруг Солнца. Анализ снимков с камер высокого разрешения показал, форма объекта не была идеально круглой, как у большинства спутников или астероидов, а скорее напоминала нечто вытянутое и слегка сплющенное, будто огромный невидимый щит движется по орбите, все время скрываясь в солнечных отблесках. Команда исследователей вновь и вновь проверяла расчеты, сравнивала с данными по ранее открытым астероидам Трансам, но ни одна схема не подходила под этот случай. Когда на мониторе появилась четкая траектория движения, стало ясно, объект не просто летел мимо. Он двигался практически параллельно Земле, в одном и том же направлении, словно был ее невидимым спутником или тенью. Обычно космические чужаки движутся по довольно предсказуемым эллиптическим орбитам. Но этот объект менял скорость и чуть заметно корректировал свое положение, словно реагируя на гравитационное поле нашей планеты. Пару раз за день он почти исчезал из виду, отражая свет таким образом, что даже самые чувствительные приборы теряли его из поля зрения. Однако через несколько часов он обязательно возвращался. Это было нечто совершенно новое для научного мира. В лабораториях обсерваторий сразу же возник спор. Неужели это всего лишь обломок древнего спутника или даже секретный военный аппарат, который каким-то образом сбился с курса? Но дополнительные наблюдения быстро поставили все на свои места. Радиосигналы, исходящие от объекта, не содержали ни одного искусственного паттерна. Это был не радиошум, а чисто естественное излучение, свойственное только природным космическим телам. Когда на конференцию в Хьюстоне собрались ведущие астрономы из Канады, США, Австралии и Франции, они признали, впервые за многие десятилетия человечество столкнулось с действительно таинственной загадкой в непосредственной близости от Земли. Самое необычное заключалось в том, что объект двигался не по стандартной орбите, а сопровождал нашу планету, будто второе «я», невидимое для большинства телескопов. Появление гостя спровоцировало массовые наблюдения в разных уголках света. В течение последующих недель телеканалы передавали новости о загадочном неземном корпусе, а сообщения о новых наблюдениях поступали из обсерваторий в Аризоне, Южной Африке и Японии. Везде подтверждалось, загадочный космический объект не просто случайно оказался рядом с Землей. Его траектория явно указывала на некую связь и даже возможную синхронизацию с нашей планетой. Самое неожиданное было впереди, ведь данные с японских спутников вскоре позволили рассмотреть необычный двойник гораздо ближе. Его движение, кажущееся хаотичным, на самом деле напоминало четко выверенную космическую хореографию. Пока ученые рассматривали снимки с японских спутников, интерес к загадочному двойнику Земли только нарастал. Данные обновлялись почти в реальном времени. Камеры высокого разрешения позволяли следить буквально за каждым движением объекта. Его орбита, как отмечали операторы, не соответствовала ни одному из известных классов космических тел. Вместо привычного вытянутого эллипса траектория напоминала сложную петлю, повторяющую изгибы движения самой Земли вокруг Солнца, но с небольшими смещениями, словно кто-то умело корректировал каждый поворот и каждый скачок скорости. Когда специалисты из Австралийской национальной обсерватории проанализировали положение объекта относительно Луны, выяснилось, что в периоды лунного перигея, момент максимального сближения Луны с Землей, двойник показывал резкие всплески яркости и чуть заметно изменял угол наклона относительно эклиптики. Это создавало впечатление, будто он избегает прямой конфронтации с приливными силами, словно отступая от потенциальной опасности и возвращаясь только после того, как Луна вновь удалялась. Технические группы НАСА провели серию параллельных наблюдений сразу на 5 различных частотах радиодиапазона. В течение 3 ночей подряд оборудование фиксировало короткие, но необычно регулярные пики естественного излучения. В отличие от метеоритов, которые обычно реагируют на солнечный ветер, двойник уверенно поддерживал свой энергетический уровень, не теряя мощности даже во время сильнейших вспышек на Солнце. Это породило гипотезу, что его состав отличается от веществ, из которых состоят остальные близкие к Земле объекты.
В лабораториях Института космических исследований в Колорадо-Спрингс провели спектральный анализ отраженного излучения. Обнаруженные пики соответствовали веществам крайне редким для метеоритов, но среди них выделялся один необычный элемент – следы калия, соединенного с серебром, что не характерно для естественных образований в поясе астероидов. Это открытие вызвало бурные обсуждения, ведь ни один ранее изученный спутник Земли не демонстрировал подобных аномалий. Тем временем команда британских астрономов решила использовать лазерную доплеровскую локацию. В течение нескольких дней они направляли мощные импульсы в предполагаемую зону нахождения объекта, пытаясь выявить минимальные вибрации его поверхности. Результаты оказались ошеломляющими. Двойник стабильно отражал сигнал, причем возврат был настолько чистым, что считался невозможным для природных кусков космического мусора, покрытых пылью и микрократерами. Более того, отраженная волна указывала на наличие твердого слоя необычной прочности, который будто бы экранировал внутренности объекта. Французские исследователи предложили сравнить данные доплеровского эксперимента с показаниями инфракрасных телескопов. До этого момента никто не ожидал увидеть никаких температурных аномалий, однако ночью в ближайшей точке к Земле двойник внезапно начал излучать тепло, превышающее окружающий космос почти на 8 градусов по Фаренгейту. Подобное не встречалось ни у одного астероида или кометы в окрестностях Земли. Инфракрасные камеры запечатлели слабое, но стабильное свечение, словно внутри объекта происходил какой-то неизвестный процесс. Тем временем в штаб-квартире Международного астрономического союза в Париже создали специальную рабочую группу, куда вошли лучшие теоретики из Германии, Японии и Соединенных Штатов. Им удалось построить трехмерную модель орбиты двойника, используя данные сразу 7 крупнейших обсерваторий мира. Выяснилось, объект всегда находился на расстоянии, позволяющем ему сохранять невидимость с поверхности планеты, но оставаться легко доступным для наблюдения с орбиты и в космическом пространстве. Его синхронизация с движением Земли была настолько точной, что порой возникало ощущение, он никогда не отдаляется дальше, чем на 200 тысяч миль, постоянно балансируя между Луной и самой нашей планетой. Не успели улечься обсуждения по поводу необычной орбиты, как группа из Калифорнийского технологического института вдруг обнаружила еще одну странность. В периоды магнитных бурь, когда аппаратура часто искажает данные, двойник внезапно начинал светиться чуть ярче в видимом спектре. Это невозможно объяснить отражением солнечного света, ведь в аналогичных условиях привычные спутники и астероиды, наоборот, исчезают из поля зрения. Похоже, объект обладал собственным механизмом, позволяющим ему оставаться заметным даже во время сильнейших космических возмущений. Когда в конце месяца к проекту подключились израильские радиоинженеры, они предложили отследить малейшие изменения в радиошуме, исходящем от Земли. Результаты удивили всех. На специальных частотах появлялись короткие, но четкие паузы, словно двойник поглощал часть излучения и после этого периодически возвращал его обратно, но под немного измененным углом. По мере того, как все больше международных команд приступало к анализу нового феномена, становилось ясно, поведение этого космического гостя не вписывается ни в одну из известных моделей движения, а его свойства явно намекают на наличие скрытых процессов. Однако, несмотря на десятки гипотез и непрерывный поток данных, ни одна страна не могла гарантировать, что это действительно природное тело. Ответы были нужны срочно, ведь каждый день двойник оставался рядом с нами, корректируя свою орбиту и продолжая удивлять. На следующем этапе астрономам пришлось признать, не все, что околоземное, можно объяснить привычными законами физики, а значит, пришло время разоблачить тайные открытия, скрытые в лабораториях по всему миру, и узнать, что же на самом деле выяснила наука о загадочном соседе Земли. В кабинетах ведущих обсерваторий по всему миру начали появляться первые настоящие результаты секретных исследований. Ученые больше не могли оставлять новые данные только для внутреннего пользования. Документальные отчеты из лабораторий Принстона и Женевы содержали таблицы, которые не укладывались в привычные рамки. Масса объекта была заметно меньше, чем у типичного астероида схожих размеров, а плотность в несколько раз выше ожидаемой. Гравитационный анализ показал, что внутренняя структура напоминает не сплошной камень, как у большинства древних тел, а скорее пустотелую конструкцию с необычно крепкими внутренними связями. В следующие недели крупнейшие научные агентства распределяли между собой зоны наблюдения, чтобы не упустить ни одного момента в поведении двойника. Европейской Южной обсерватории удалось зафиксировать серию коротких зависаний объекта в одной точке орбиты, которые длились почти четверть часа. Во время этих пауз магнитное поле вблизи объекта резко усиливалось. Приборы явно улавливали мощные возмущения, будто внутри происходил энергетический взрыв или запускался неизвестный механизм. В это же время астрономы в Южной Африке обратили внимание на крайне низкий альбедо двойника, то есть его отражающую способность. Даже самые темные астероиды вблизи Земли обычно возвращают не меньше 10% падающего света. Загадочный спутник улавливал почти все, становясь практически невидимым в оптическом диапазоне, но внезапно резко выделялся в радио и инфракрасных лучах.
Это невозможно было объяснить известными свойствами космического вещества. Отдельно стоило отметить данные, полученные с помощью спектроскопии высокого разрешения на Гавайском телескопе. Отраженный спектр неожиданно показал наличие ультратонкой металлической оксидной пленки на внешней оболочке объекта. По химическому составу этот слой отдаленно напоминал продукты окисления алюминия, но с уникальными следами редких элементов типа итрия и палладия, которые крайне редко встречаются в природе нашей планеты. Россия подключила свою сеть дальнодействующих радаров и обнаружила, что двойник каждые 3 дня совершает слабый, но отчетливый маневр, чуть увеличивает высоту над эклиптикой, уходя в зону более слабого гравитационного воздействия. При этом, как отметили наблюдатели, меняется характер магнитных флуктуаций. Вместо хаотичных всплесков фиксируется строго повторяющийся ритм, словно следуя заранее заданной схеме. В лаборатории Лос-Аламоса химики пробовали воссоздать условия, при которых возможно образование столь необычных соединений металлов, обнаруженных на объекте. Результаты их экспериментов показали: естественным путем такой сплав получить невозможно даже в недрах крупных планет. Был сделан вывод: либо существует неизвестная форма природного синтеза, либо двойник подвергался внешнему воздействию, возможно, на уровне технологического вмешательства в прошлом. Тем временем японские исследователи сообщили о еще одной детали. В определенные моменты орбиты двойник начинал излучать узкие полосы рентгеновского излучения, которых не должно быть у обычных каменных или металлических тел. Это открытие заставило НАСА немедленно подключить орбитальные рентгеновские обсерватории для дальнейших наблюдений. Почти одновременно с этим группа астрофизиков из Германии проанализировала исторические архивы и обнаружила: несколько десятилетий назад, в начале 70-х, один из советских космических аппаратов фиксировал подобные магнитные всплески на расстоянии почти 200 тысяч миль от Земли, но тогда это списали на сбой приборов. Теперь стало ясно: аномалия повторяется с завидной регулярностью, а значит, объект, возможно, находился рядом с нашей планетой уже много лет. Финальным аккордом стал доклад группы американских инженеров, которым удалось записать слабое, но регулярно повторяющееся эхо в радиодиапазоне, возвращающееся с объекта строго через каждые 64 минуты. Эту последовательность пока не удалось привязать ни к каким известным природным процессам. Но главное, каждый раз, когда группа увеличивала мощность передатчика, двойник реагировал мгновенной сменой положения, словно фиксируя попытку активного воздействия. Объединяя всю полученную информацию, астрономы вынуждены были признать: несмотря на множество уникальных физических свойств, поведение объекта остается загадкой даже для самых продвинутых моделей современной космологии. Природное происхождение двойника становилось все менее вероятным. Слишком много особенностей намекало на сложные скрытые процессы. Оставалось выяснить: может быть, мы имеем дело не просто с необычным космическим телом, а с чем-то более сложным, искусственным или вовсе внеземным. Теперь научное сообщество было готово рассматривать самые смелые гипотезы и искать объяснения, находясь на пороге еще больших открытий. В то время как дискуссии о природе загадочного двойника Земли разгорелись с новой силой, картина начинала походить на захватывающий научный квест. На одном полюсе спора команда физиков из Массачусетса собирала доказательства в пользу искусственного происхождения объекта. Они указали на поразительную регулярность изменений орбиты, нестандартную структуру металлического слоя и зафиксированные электромагнитные аномалии. Их отчеты включали анализ длин волн рентгеновского излучения и детальный разбор радиоэха, возвращающегося с объекта каждые 64 минуты. Американские специалисты обратили внимание на то, что эхо всегда возвращается с минимальной задержкой, будто на той стороне работает тщательно откалиброванный приемник-сигнализатор. Для проверки этой гипотезы они запустили серию радиосигналов на различных частотах и получили четко модулированные отклики, не характерные для хаотичных отражений от природных тел. Одновременно доктора из Французского института космической физики изучали механизм коротких зависаний объекта над орбитой. Их анализ магнитных данных показал, что такие паузы совпадают с определенными фазами солнечной активности и, возможно, указывают на наличие внутреннего энергоисточника, который задействуется исключительно в эти промежутки. Французы выдвинули гипотезу о присутствии сложной системы стабилизации траектории с реакцией на внешние гравитационные и магнитные изменения. Тем временем российские астрофизики, вооружившись архивными наблюдениями и новыми данными радаров, искали следы природных аналогов. Они провели сравнение с лунами Марса, троянскими астероидами Юпитера и даже с 5-мильным спутником Сатурна, но ни один из известных объектов не демонстрировал столь четкой зависимости орбиты от положения Земли. Гипотеза о природном происхождении получила аргумент только в виде крайне редких захваченных спутников, которые могли бы теоретически поддерживать аналогичную динамику, однако на практике таких случаев зафиксировано не было. Группа из Национальной лаборатории Лос-Аламоса сосредоточилась на анализе химического состава объекта.
Повторные измерения показали, металлическая оболочка содержит сплавы, в которых обнаружены следы иридия и рения, элементы, встречающиеся на Земле крайне редко и почти не встречающиеся в природных астероидах. Технология получения такого сплава в естественных условиях оказалась неизвестной, а попытка симулировать процесс в лаборатории закончилась провалом. В отчете группы отмечалось, если объект был создан искусственно, то технология изготовления его поверхности опережает развитие земной металлургии. Калифорнийские инженеры предложили еще одну версию. Объект представляет собой своеобразную оболочку, защищающую некий процесс внутри. Они проанализировали инфракрасное излучение и пришли к выводу, что всплески тепла могут быть связаны с работой внутренних устройств. Их внимание привлекла синхронность изменений теплового потока с маневрами объекта, что указывало на возможное наличие реактивных или электромагнитных двигателей. С другой стороны, группа астрономов из Университета Токио нашла аргументы в пользу уникального природного явления. По их расчетам, если в прошлом Земля захватила большой астероид с очень специфическими физико-химическими свойствами, происходящими за счет редкой минералогии, то при совпадении множества факторов такой объект мог бы частично привязаться к нашей орбите и обрести необычную структуру. Японцы напомнили о гравитационных резонансах и эффектах приливной блокировки, которые иногда делают избегаемые спутниками траектории стабильными на долгие столетия. Австралийские инженеры не остались в стороне. На их радарах двойник проявил аномальную способность изменять профиль отражения в зависимости от положения относительно Солнца. Похоже, на поверхности работал тонкий слой, который мог изменять отражательную способность либо в результате сложного природного процесса, либо под действием программируемого механизма, управляемого изнутри. Между тем, в британской обсерватории запустили автоматическую обработку 5000 наблюдений, чтобы вычислить статистическую вероятность искусственного или природного происхождения. Результат оказался крайне необычным. Вероятность случайного совпадения всех аномалий стремилась к нулю. Компьютер моделировал десятки тысяч возможных сценариев образования объекта, но ни одна из известных моделей не давала результата совпадающего с наблюдаемыми свойствами. Это стало своеобразным катализатором новых, еще более смелых гипотез. Американские астрономы, услышав о варианте внеземного вмешательства, инициировали срочный доклад на конференции Американского общества астрофизиков. Под грифом «строго для внутреннего пользования» прозвучала версия о потенциальном присутствии древнего автоматического зонда, установленного для долгосрочного мониторинга нашей планеты. Приводились примеры гипотетических стражей, описанных в научных публикациях о возможных способах слежения за цивилизациями в космосе. Завершился новый виток исследований необычным экспериментом. Команда из Израиля направила к двойнику сверхузкий лазерный луч в тот момент, когда объект и Земля были на минимальном расстоянии. Ответная реакция пришла почти мгновенно. На орбите возник слабый, но фиксируемый электромагнитный импульс, который, по мнению специалистов, нельзя было объяснить простым отражением сигнала. Это событие вновь подстегнуло спор. Пока одни искали подтверждение существования второй Земли в лице уникального природного тела, другие все чаще склонялись к мысли, что рядом с нами скрывается рукотворный или даже внеземной артефакт. Теперь международное научное сообщество оказалось перед выбором: либо принять существование новой загадочной формы жизни в Солнечной системе, либо продолжить поиски непознанных законов природы. Впрочем, все это уже открывало дорогу к новым вопросам о последствиях такого соседства для всего человечества. Пока мировое научное сообщество пыталось разобраться в природе загадочного космического объекта, правительственные агентства начали разработку планов на случай непредвиденных последствий. В штаб-квартире НАСА собрали совещание, где присутствовали военные, инженеры и сотрудники служб раннего реагирования. Было принято решение развернуть сеть дополнительных спутникового наблюдения и усилить защиту стратегически важных коммуникаций. Ведь если двойник может влиять на магнитное поле Земли или поглощать радиосигналы, возможность технологического вмешательства нельзя исключать. Инженеры компании Boeing получили задание срочно пересчитать рабочие параметры навигационных спутников и скорректировать программное обеспечение, чтобы исключить появление ложных координат, вызванных перемещением объекта. Тем временем Европейское космическое агентство подключило свои центры мониторинга и организовало круглосуточную вахту в обсерватории на Канарских островах. Здесь группа астрофизиков в режиме реального времени отслеживала все, что происходило вокруг двойника, передавая потоковые данные аналитикам лабораторий по всей Европе. В течение 3 дней специалисты зафиксировали еще несколько коротких затмений, когда объект надолго перекрывал путь солнечным лучам, создавая микроскопические колебания в скоростях атмосферных потоков. В России космические службы подготовили доклад о потенциальном влиянии объекта на работу энергетической и навигационной инфраструктуры в Арктике. Геофизики отслеживали отклонения в магнитном поле, отмечая всплески до 8 миллигаусс вблизи северных широт. Это вынудило управление полярных авиалиний временно пересчитать маршруты, чтобы исключить влияние помех на работу систем глобального позиционирования и связи.
Научные лаборатории параллельно активно разрабатывали новые методы дистанционного анализа состава загадочного тела. В лаборатории МТИ сотрудников заинтересовал необычно высокий уровень отраженного ультрафиолетового излучения. Они провели серию испытаний с использованием модифицированных спектрометров, что позволило получить данные о присутствии в оболочке объекта бора и бериллия, элементов, крайне редко встречающихся в естественных условиях на околоземных орбитах. Пока одни лаборатории фокусировались на структуре и излучении, другие искали способы связи с потенциально искусственным или внеземным объектом. В центре SETI в Калифорнии специалисты провели 20 минут передачи кодированного радиосигнала в диапазоне коротких волн, чередуя сложные математические последовательности. Через 78 секунд после окончания передачи приборы зафиксировали уникальный отклик в том же диапазоне, но с незначительным смещением частоты. Это заставило международную команду провести повторные эксперименты с различными кодами. Синхронные всплески электромагнитной активности заставили экспертов задуматься о новых протоколах защиты цифровой инфраструктуры, чтобы исключить перехват или подмену критически важных сигналов. В параллель с техническими группами климатологи провели анализ данных о поведении верхних слоев атмосферы. В период максимального сближения двойника с Землей была отмечена микроскопическая, но устойчивая задержка в толщине и распределении облаков на широте 15 градусов северной широты. Подразделения Всемирной метеорологической организации незамедлительно провели перекрестную сверку по архивам и не смогли найти аналогичных случаев за всю историю спутниковых наблюдений. Между тем, биологи Национального института здоровья получили данные о необычно стабильном уровне ионосферных возмущений вблизи мест массового размножения птиц в Северной Америке. В течение 5 дней во время орбитальных резонансов двойника у стаи фиксировались сбои в навигационном ориентировании. В момент, когда объект проходил точку максимального приближения, координаты перемещающихся птиц отставали от привычных маршрутов примерно на 75 миль. Это стало основанием для создания специальной программы по отслеживанию миграционных изменений животных при последующих визитах объекта. В ходе обсуждений на международном симпозиуме в Базеле прозвучала инициатива о создании глобального хранилища данных о любых изменениях земной среды, связанных с появлением двойника. Ученые рекомендовали собрать все сведения о необычных световых, магнитных, радиологических и биологических эффектах в одну гигантскую базу. Команды из Объединенного института геофизики начали разработку платформы для обмена этими данными между странами, чтобы в случае повторения тех же аномалий в будущем быстро реагировать на возможные угрозы. В Лондоне в зале заседаний Королевского астрономического общества уже разрабатывали сценарии на случай неожиданного сближения двойника с Землей, вплоть до вывода пилотируемых кораблей для попытки перехвата или нанесения на него меток с помощью лазерных маяков. На столах лежали схемы орбитальных маневров, просчитывались траектории сближения и риски для обитаемых спутников. Даже космические агентства Индии и Китая, ранее сохранявшие сдержанность, выступили с предложениями по совместным миссиям для изучения объекта. Ведь если на орбите действительно существует неизвестное телу или технология, последствия могут затронуть всех без исключения. В это время пресса и социальные сети не оставались в стороне. Обсуждения второй Земли стали топовой темой, а в крупнейших городах организовывались публичные лекции и ночные наблюдения через любительские телескопы. Сотни людей пытались сфотографировать загадочного гостя, выстраивались очереди у обсерваторий, а научные журналисты получали тысячи писем с вопросами о том, как второй спутник может повлиять на жизнь простых людей. Реакция общества была как никогда острой, от энтузиазма и веры в возможные научные прорывы до страха перед неизвестной угрозой. Пока мировые лидеры, ученые, инженеры и простые обитатели нашей планеты наблюдали за каждым движением двойника, становилось понятно, от того, какой окажется дальнейшая судьба этого объекта, природной сенсацией, технологическим артефактом или чем-то вовсе невозможным с точки зрения современной науки, будут зависеть самые разные сферы человеческой жизни. Но какой бы ни стала разгадка, ясно одно. Эта история уже изменила представление людей о нашей планете и ее месте во Вселенной, а значит, поиски второй Земли еще продолжаются, обещая новые открытия и новые вызовы впереди.